Всем привет, с вами Арсом. Команда Дикости на первом сезоне является одной из самых сильных, но во втором сезоне вызвал, конечно же, вопрос, потому что начал уступать конкуренцию другой команде. Но сейчас мы будем обсуждать новую версию Дикости в 2025 году. То, что выйдет на наши сервера уже совсем скоро, где-то примерно в июле, но точных дат еще неизвестно. То, что вы будете сейчас видеть, это тестовый сервер. Тут возможны баги, и всегда есть шанс, что что-то пофиксит и переделают. Почти всех героев переработали, причем так, что некоторые теперь на себе даже в зеркало посмотреть не могут. А огненная стихия дикости особенно пострадала. Механики поменялись сильно, но суть на самом деле осталась так же. Ну и конечно же, если любишь дамажить соло-цель, сюда родной, эта команда просто восхитительно, лучше нее, пожалуй, еще никого нет. И если вы глянете на описание, то вы такие... Я больше не могу. Это очень сложно. Кубики. И вы такие, я что-то не понял. У вас там кубики взрываются, что ли? Что, мать Маша, все это значит и как это работает? Поэтому я здесь, чтобы вам помочь с этим и разобраться. И давайте начнем все по порядку. Механика дикости на самом деле простая, но твой мозг, наверное, говорит... Казино. Каждый герой кидает шестигранный кубик от 1 до 6. Казино. Чем больше выпало, тем сильнее дамажите. Казино. Бросили 6, это кайф. Бросили 1, значит лох. Ты кто такой? Чем больше выпадает на кубики, тем сильнее будет ваше умение по урону. Сколько выпало на кубики, отображается над головой у каждого персонажа. А некоторые навыки будут получать дополнительный эффект, если будет, допустим, больше или равно 5. Они так обычно пишут. Поэтому все стараются, чтобы было на кубике всегда больше 4. Понятно? Если вы запутались и упали, то давайте объясню на процентах. Шанс того, что вызовет дополнительный эффект, равен 33%. А все остальное это просто прибавка к урону, и ничего такого у вас там лишнего не произойдет. Но этот шанс с процентами, да, его можно искусственно повысить благодаря другим персонажам. Например, Эрич имеет пассивку, которая увеличивает грани кубика на 2. То есть в итоге вы бросаете не 6-гранный кубик, а 8-гранный, понимаете? Это означает, что теперь ваш шанс удачи не 33%, а 50%. И все потому, что мы увеличили рандом в свою пользу. Вам же надо будет бросить выше 4 всегда, верно? Логично, что 5, 6, 7, 8 это ровно половина от тех других чисел. Есть еще герой Алфи, который улучшает рандом, но его лучше не ставить и на самом деле забыть, но о нем мы еще поговорим. Есть, кстати, герой исключения, это Флора. Мечта просто в грезах многих мужчин, так и ждешь от нее команды Дракарис. Падает она очень редко и является ключевым и самым важным героем дикости. Благодаря ей и особенно артефакту вы можете наносить просто тонны урона. Завидую тем, у кого она есть. Исключением является то, что бросает не 6-гранный кубик, а 10-гранный. А с Эричем уже будет аж 12 граней. То есть шанс удачи ваш будет равен около 66%. А это капец, когда хрена много. Но даже с этим шансом это все также остается типичным казино. Полностью контролировать это не получается. Просто повышаем шансы и кайфуем. Но и это не вся механика дикости. Еще существует взрывное состояние. Во время боя вы можете увидеть в левом-правом углу... В левом-правом... Сука, да левый правый угол. Заебись, сказал. Во время боя вы можете увидеть в правом углу счетчик. Да, можете считать, что вас игра поставила на счетчик, а точнее вашу команду дикости. Когда счетчик достигает соточки, он начинает работать, и тогда вы получаете как бы баф. Используется он самостоятельно, нажимать ничего не надо. В течение 12 секунд вы получаете бафы, и их можно глянуть тут. Если у вас на поле стоит 2 персонажа дикости, то это дает плюс 2 попытки при диких бросках кубика. Простыми словами, это улучшает рандом. Но если у вас стоит уже 3 персонажа, то все ваши способности дают максимальный показатель к броску кубика. И это сильно. В этот момент дикость будет сносить реально кабины. И называется взрывное состояние. Контролировать его почти нет смысла, потому что счетчик заполняется от рандома. На этом механика, пожалуй, дикости уже окончена. И она, как вы видите, на самом деле проста. Просто ставите и ничего не делаете. Больше от вас ничего не требуется.
Не надо там что-то думать, придумывать и высчитывать. Окей, друзья, прежде чем мы прыгнем в омут с головой и начнем разбирать героев, давайте договоримся. Я показываю, вы ставите на паузу. Почему? Потому что если я начну объяснять каждую мелочь, видео будет идти 3 сезона, потом выйдет спецвыпуск, режиссерская версия и DLC еще на 40 минут. Так что давайте без лишних слов. Разбор будет универсальный и для старичков, и для новичков, которые пока еще думают, что аура это что-то из йоги, а сбор это профессия из какое-то собирательство. Я буду любить тебя, а ты научишься любить меня. Такова воля Божья. Давайте начнем все-таки с Флоры, да, это все та же, короче, девушка, эксклюзивка с реальными читами. Как я уже говорил, она кидает не 6-гранный кубик, а 10-гранный. Почему? Потому что у Флоры в контракте так и прописано, подкрутка обязательно. Логично. У нее есть аура, она достаточно годная, дает атаку во всех сражениях. Пассивка у нее завязана на ветке просвещенности. Просвещенность это не когда ты прочитал 3 книжки, это урон, если что, ну, грубо говоря, показатель повышения урона. Еще вы с пассивки получаете баф, который будет бустить этот параметр просвещенности. То есть это будет улучшать ваш дальнейший урон в целом. Пассивка бустится за счет еще союзников. Чем их больше, тем чаще будет активироваться этот навык. В особенности, если у вас много ударов. Боевой навык чем-то похож на боевой навык Чака Норриса. Вы бросаете кубик во врага, убиваете 10 солдат, взрывается танк, падает вертолет, а потом кубики только выдают число жертв. Если пассивка настакалась до 30 раз, значит боевой навык будет всегда кидать кубик на максимальное значение, в данном случае 10. В общем, боевой навык достаточно хороший, приятный, по сути просто наносит урон. Ульта наше все, Флора наносит урон от атаки и просвещенности, вешает метку с счетчиком. Чтобы заполнить этот счетчик, надо, чтобы цель получала урон от диких навыков в течение 10 секунд. Причем неважно, сколько там на кубике у вас, у кого что-то будет выпадать. Чем больше стаков, тем сильнее ульта надамажит в самом конце. Важно количество атак в этот момент. Поэтому, если сначала Флора ультанет, а потом все остальные, и если вы апнете счетчик до 16 хотя бы, то цель получит еще больше дополнительного урона. Причем немало, реально это немало. Поверьте, ульта сносит очень и очень много урона, а с ее эксклюзивным артефактом урон увеличивается гораздо больше. Например, вы настакали счетчик до 20, да, то на максимальной прокачке урон ульты увеличивается аж на 160%. А это чудовищно сильно. Я бы не сказал, что эти 20 стаков прям тяжело набираются, нет. Наоборот, даже можно сказать легко. Делаем ее чисто только в атаку и просвещенность. Криты ей не надо давать. Что ж, на этом с Флорой, думаю, мы разобрались. Давайте перейдем к ключевому герою, который есть у каждого благодаря сюжетному квесту. Это Эрич. Ох, Эрич, как же ты похорошел при Китае, реально. Улучшили очень хорошо. Теперь Ирчанский наш улучшает наши кубики своей пассивкой. Как ранее говорил, на 2 броска. То есть не 6, например, а 8. А у Флоры не 10, а 12. Как вы уже поняли, пассивка очень простая, и она очень-очень-очень нужная. Боевой навык дамажит массово, но если цель одна, наносит еще один удар в зависимости от изначального урона. Ультой просто наносит урон 5 раз в соло-цель. Область, что тут показано, это просто выбирает цель в этой области. Это не означает, что он сразу массово там наносит урон. Но, судя по описанию, что если кубик выше 4 падает, то будет, мол, массовый урон. В общем, герой реально хороший. Раньше его делали в точности, давали руку ведьмы. Сейчас его вроде как делают в дамагера через криты. Потому что его роль теперь исполняет другой персонаж. Это Фелисити. Она в основной версии очень похорошела. Даже Эрич на нее стал заглядываться. Аура дает криты, так что в этом она до сих пор хороша. Но если у вас есть Флора, пожалуй, это будет бесполезная аура. Пассивка теперь работает от скиллов. Раньше она работала даже от простых атак, но теперь они решили ослабить это, и пускай это работает только на скиллы. Ладно, хорошо, пойдет и так. Обидно. Если честно, пассивка хорошая, но не сказать, что жизненно важная. Особенно если вы хотите качать ее в точность. Потому что вам надо ловить тайминги. А если вы быстрее зарядитесь, то это вам ничего не даст. С пассивкой, думаю, все понятно. Давайте перейдем к боевому навыку. Он на самом деле очень хороший и очень классный. Требования для него меньше, чем у других в плане броска кубика. Вам надо, чтобы было не выше 4, а выше 3. Причем проверка у вас происходит аж 4 раза. Причем подряд. То есть всего вы сможете нанести 4 удара этой способности. Все указано в описании, думаю, тут и так все просто и понятно. Особенно это очень сильно бустит ту же самую Флору, когда она ультанет.
Ну, ульта, конечно, с Фелисити это просто шедевр. Я не ожидал, честно, такого. И кто мог ожидать? Я реально не представляю. Теперь ультой она стреляет 5 раз. И если вам хватает точности, то вы еще накладываете штраф к защите. Да, теперь она ультой раскалывает броню. Чего? И это очень хорошо. Да, мало. Но это стакается с артефактом рукой ведьмы. То есть ваш урон всей команды сильно усилится. По 2% за каждый удар по цели ультой, а в случае, если бросок кубика будет выше 4, то вы наносите еще 3 удара. И тогда есть шанс получить 8 стаков по 2% снижения брони. То есть минус 16%. А это очень прилично. Фелисити сейчас просто чудесно, но теперь ее есть смысл делать в точность, а не в криты, как раньше. Из самых главных артефактов можно лишь выделить корону. Это, конечно, для новичков, у которых нету душ на руку ведьмы. Самый важный и нужный артефакт в игре, конечно же, как я и сказал, вот эта вот ручка. Берите его и вот просто не пожалейте. Это лучший артефакт именно на Фелисити. Но в крайнем случае ее, конечно же, можно сделать и в дамагера через криты. Ну, тут уже надо смотреть, что у вас есть. Третий персонаж уже не такой уж важный, но является топ-2 ДД дикости. Это Каспар. Аура, как у Флоры. Атака всем и везде. Если кубики выдают четное число, то вы получаете баф на урон до 20 стаков. И каждый баф дает по 10% урона. То есть в сумме 200%. Действует каждый стак по 60 секунд. Как я понял, отдельно, независимые друг от друга. Бустится теперь она очень легко, не то что раньше. Проблем с этим в целом не возникало вообще ни разу. Поверил. Ну и бредятина. Боевым навыком он наносит урон 3 раза. И за каждый повтор пассивки идет игнорирование брони. То есть 20 стаков, игнорирование составляет 20%. И она почти такая же, как у Флоры. Вы наносите урон и вешаете дебаф на 10 секунд. Каждый раз, когда союзник наносит урон от скиллов и с союзником выпадает кубик выше 3, то вы бросаете в цель кинжал. Например, Фелисити 4 раза удачно прошел проверку, и ультой сделает Каспар дополнительно 4 удара. И звучит на самом деле вкусно. Забираем Каспара, разумеется, в дамагера, то есть обязательно в криты. С Каспаром, думаю, все понятно. Это обычный ДД, отличается от Фелисити тем, что ему не нужна просвещенность, ему нужны криты. Рхаш. Фу, какая гадость! Если раньше, когда-то он вам падал, то считал, что вам чудовищно сильно не повезло. Сейчас, если он выпал, это означает, что вам также не повезло. Да, герой был слабым, да, так и остался. Пассивка работает очень странно, если честно. По логике, за каждый стак ваш рандом на кубиках будет улучшен, почти до максималочки. Но сколько я не тестил, он ни хрена не работает. Ну, буквально. Возможно, это баг, возможно, я что-то неправильно понял. Вроде по описанию все верно, а на деле что-то ни хрена. В общем, вы копите стаки. Если союзник выдавал на кубике больше 4, тогда вы его получаете, да? Боевым просто наносите урон по цели, а потом массово наносите урон врагам вокруг этой цели. Центральная цель дважды урон не получает, естественно, поэтому это как бы ударил и вокруг вот взрыв, да? Ультой он наносит урон. Если есть хоть один стак от пассивки, то да, вы повышаете урон на 30%, а готовность ульты повышается на 20%. То есть минимум на 4 секунды вы сокращаете свою ульту. Но вам это если надо, то я не понимаю зачем, потому что вы, скорее всего, будете бить в разлом защиты, то есть по таймингу. А это как-то странно будет, что ли, если вы раньше откатили, ну, как бы, ну, а смысл, да. Так что я бы на откат способности не смотрел бы. И на этом все. Да, вот весь герой. Урона выдает мало. Другим ничем не помогает, миллиард ударов у него нету. В общем, он обычный единоличник, не иначе. Качает его просто в дамагера, давая криты и атаку. Буквально не понимаю, зачем его брать. Это один из самых лучших героев в игре. Как был, так и остался. Теперь перейдем к эпическим героям дикости. Да, на них тоже стоит обратить внимание. Караман. Это персонаж больше аренный, но в ПВЕ редко очень используется, даже аура работает на ту же самую арену. Пассивкой дает себе баф атаки и скорость атаки. Боевым он наносит много урона по цели с низким хп. Если он убил, то навык откатывается полностью, и вы можете использовать его снова. Этим-то он и был хорош на арене. Мог в соляру просто вырезать боевым навыком чуть ли не всех 5. Либо вы ложите какую-то очень важную соло-цель с низким уровнем здоровья. Обычно это бывало так, что вы запрыгиваете назад, в спину, убиваете какого-нибудь там, я не знаю, хила, сильного ДД, и все. Противник ничего больше не может делать. В этом плане он очень хорош был, очень хорош. Но позже начали брать в основном массовый урон, поэтому не стали больше упираться именно на его способность
врываться назад. Ультой он наносит урон и дамажит сквозь 30% защиты. Что на самом деле неплохо. 30% это немало, если что. Это прям до хрена. Да, вот так вот коротко вот о нем мы сейчас вот рассказали. Берем, как я и сказал, просто PvP. В PvE я бы назвал его бессмысленным. Атака, криты и стараемся еще дать откатов навыков, чтобы как можно быстрее телепортнуться в спину врага. Тональнам. О, боже. Это просто Легенда. Один из самых лучших дамагеров в прошлом. Наверное, даже самый топовый дамагер из всех эпиков в самой игре. А особенно она хороша по соло-цели. Ну, в массовых она, да, она бесполезна. А все благодаря практически каждому из ее навыков. Пассивкой вы получаете 20% к шансу крита. Если броски союзников удачливы, то вы стакаете баф на 5% крит урона. И стакается это до 20 раз. В общей сложности можно получить баф на крит урон в 100%. А это капец как чудовищно много, это дико много. И он накладывается навсегда. То есть этот баф не украсть, не рассеять, ничего с ним не сделать. У него нету длительности, он навсегда вам дается. Поэтому Тональнан очень хороша в долгих и затяжных боях. А теперь стакать пассивку стало гораздо проще. Я соска. Боевым наносит соло-урон в зависимости от усиления врага. Честно, не замерял, да, влом. Ну, блин, у меня и так очень много работы, сами понимаете. Так что, ну, просто боевой навык наносит урон. Давайте просто к этому придем мнению и все. Ультой вешает баф на атаку в 20% на 10 секунд. А потом 5 раз наносит урон по соло-цели. И все. Все, реально все. И этим она, кстати, была хороша. Даже некоторые ей давали руку ведьмы ради вот этих 5 ударов. Ну, потому что у нее реально было очень много ударов, и это очень здорово, очень классно. Тональнан — это очень простой персонаж и очень легкий в плане прокачки. Потрясающий урон в соло-цель. Честно, пока не знаю, кто сильнее, она или Эрич, например. Я бы, наверное, их двоих поставил, например, если нету у тебя ни Каспара, ни Флоры. И, допустим, ту же самую Фелисити. Вот, троица, которая будет наносить урон. Потрясающе. Фри-то-плей пачка. Фолли. В прошлом очень недооцененный герой, сейчас, наверное, тоже. Пассивкой вы стакаете себе простые атаки, как бы. Если союзник кидает кубик выше 4, то вы выпускаете все огненные шары и делаете бобо. То есть каждый шар наносит примерно 100% от атаки героя. Вряд ли это считается простой атакой. Думаю, что это, наверное, просто скилл дэмэдж. Нету смысла модифицировать простые атаки. Боевой навык позволяет в течение 7 секунд удвоить количество атак с руки. И все. Просто, ну, вы поняли. Ультой она наносит урон и проходит проверку дикости. И если выпадает выше тройки, то потом выбирает случайную вражескую цель и применяет этот навык до 3 раз. Да, она выбирает случайную цель. То есть, если у вас на доске где-то 3 цели, да, то она будет просто случайно раскидывать. Не будет такого, что вы чисто в соло-цель все это закинете. То есть, ульта у нее работает примерно как боевой навык Фелисити. Я бы сказал, почти один в один. Качаем в поле криты и атаку. И, может быть, есть смысл в скорость атаки, но это не точно. Ее, на самом деле, редко все-таки используют. Алфи. Алфи похоронен. Можно о нем реально даже как-то позабыть. А ребенку еще хуже. Как по мне, смысла нет его использовать. Аура на атаку в данжах? Ну, блин, ну плохо. Пассивка дает себе баф на атаку на 20% на 10 секунд. Если бросок кубика у союзника был выше 4. Ну да, хорошо. Пускай у нас будет пассивно плюс 20% к атаке. Ну и что? Боевым он наносит 3 раза по 200%. Да, тут много, тут действительно много, это как 600% с боевого, это немало, это реально немало. Ну и, наконец, разумеется, ульта. Раньше он очень сильно бустил команду, а теперь это та еще туфта, честно. В общем, он ставит как бы область бафа для союзников дикости и улучшает этот рандом. Если залить свитками, то он почти бесконечен, и это еще сделать на самом деле несложно, там еще, ну, добавить ускорение навыков, это будет реально бесконечно. Это все несложно реализуется от слова вообще. И самое приятное, что он может делать, так это улучшать рандом бросков кубиков всех героев дикости на 1. То есть шансом 70% вам выдает не единицу, а, допустим, 2. Раньше его эффективность была гораздо выше, а сейчас минимальная. Очень слабый герой, сейчас не особо рекомендую его использовать. Я бы даже сказал, извините, но лучше его забыть. Жаль, конечно, этого добряка. Что касательно рарок. Честно, не хочу рассматривать их, чтобы не затянуть ролик, но если коротко, они просто хорошие дамагеры, особенно неда. И все. Честно, у вас эпиков и так будет много, и они хорошие, сами понимаете, особенно если у вас есть Тональнан. Я бы не видел смысла использовать какие-то рарки, честно. Ну, а теперь давайте перейдем к 2 артефактам, которые принадлежит именно героям дикости. Кольцо Алого Чародея. Если при диком броске владельца, а не союзника, конечно же,
кубик выше 4, то это повысит урон навыка на 30%. А это много, если что. То есть смотри, ты кританул, а потом, короче, этот крит увеличивается от стихийки, и после эту стихийку умножает, короче, еще на этот параметр. То есть это очень сильный модификатор, правда. Для критующих ДД, пожалуй, это самое-самое то. Это прям отлично. Пламенный язык. Если кубик выше 4, то вы получаете бонус к урону на 7% на 10 секунд. Стакается до 5 раз. Он подойдет к таким персонажам, которые совершают много ударов скиллами. И желательно, чтобы критовали, конечно же. То есть на ту же Фелисити, когда вот ты ее делаешь в плане дамагера, то да, ей прям очень хорошо зайдет. Прям очень-очень хорошо. Очень-очень хорошо. Грубо говоря, максимум 35% к урону вы можете достигнуть, но что-то мне подсказывает, что это сложновато будет. Не думаю, что это легко, честно, прям вот не тестил. Вот честно, правда говорю, да, не тестил. Другим персонажам, пожалуй, думаю, будет реально сложно. Неплохой артефакт, но я бы, наверное, обратил внимание на тот, что было до этого. А теперь давайте рассмотрим таланты. Да, у каждого героя теперь есть ветка талантов, что делает ее дикость сильнее, чем ту, что было до этого. Причем в целом, кроме флоры, у всех одно и то же. Исключение еще можно немного алфи добавить, но к этому мы еще придем. Давайте просто рассмотрим общее. Смотрите, первые два самые простые, я их даже комментировать не буду, они у всех одинаковые. Дают просто бонусы и все, да. А потом идет у вас выбор по ветке. Давайте рассмотрим верхнюю ветку. Когда наносите урон ультой, цель получает дополнительный урон от вашей атаки. Следующий навык верхней части увеличивает урон на 1% при выпадении выше 5. Стакается до 10 раз. Неистовое рвение. Если бросок был выше 4, то вы получаете 20% к шансу крита и 20% к крит урону на 5 секунд. Вот это приятный бонус. Это очень вкусно, кстати. И последние ветки, если выпадает на кубике больше 4, то урон этого навыка повышает от 5 до 30%. Если коротко, верхняя ветка подходит тем, у кого часто прокает со скиллов дикость, то есть тем, у кого много ударов. И желательно криты. Блин, шикарная ветка, отличная. В общей сложности бонусов вы получаете очень много. Средняя ветка. Первая пассивка повышает атаку на 10%, если у вас здоровье выше 60% хп. То есть, ну, почти всегда. Цепкое пламя. Если бросок выше 4, то вы наносите дополнительный урон огнем, а откат у этого навыка 5 секунд. Импульс горения. Если на кубике выше 5, то урон увеличивается на 15%. Это сильно. Последний навык средней ветки. Если ваша ульта нанесла урон, то есть шансов 25%, что она сработает еще раз. Ну, чтобы бесконечно так не было, да, сделали откат для этого навыка в 3 секунды. То есть одну ульту за другой вот так бесконечно кидать у вас не выйдет. А вот это, кстати, вау. Ну, прям реально вау. Интересно, как это будет выглядеть на Каспаре? Реально, можно будет две метки повесить одновременно или нет? Честно, не тестил. Средняя ветка выглядит интересной, просто интересной. Надо будет это все потестить, когда будет такая возможность. А пока у меня нету возможности все посмотреть навыки, потому что по уровню я ограничен. Нижняя ветка. Когда вы используете ульту, это дает герою 1% в атаке. Стакается до 10 раз. Сосредоточенный шепот. Добавляет +1 к дикому броску кубика. То есть улучшает рандом. Выглядит очень вкусно. Халявная как бы ульта от Алфи. Дикая душа. Если при броске союзников 10-кратно выдает больше 5, то следующий бросок этого героя будет максимальным. Честно, я не понимаю. Мне уровня не хватает, чтобы это потестить. И я не могу правильно объяснить, как это работает. Ну вот такое вот описание. Перейдем к последнему навыку этой ветки. Течение судьбы. И если бросок выдает 5 или больше 10 раз, то следующий дикий навык наносит солидный такой урон. Полагаю, это будет работать примерно раз в 2 ульты, ну, грубо говоря, да. Такое себе, если честно, хоть и кажется, что довольно-таки много, но не думаю, что это будет часто прокать, честно, реально не знаю. Что касается флоры, у нее имеется в средней ветке один навык, позволяет получать дополнительную энергию для ульты с шансом в 20%. Вот это сильно, ну да, это очень сильно. Допустим, вы должны получить 30 стаков, но с этой пассивкой вы получите примерно на 6 больше. То есть, грубо говоря, урон апнете, ну солидно так. Еще написано, что на этот талант влияет кубик, но как именно, честно, не знаю. У Алфи на том же самом месте, что и у Флоры, еще есть концентрация духа. При наложении дебафа вы можете получить иммунитет на один дебаф. Срабатывает один раз в 20 секунд. Ну такое! Ну прям говнище, я бы сказал.
Ух, на этом, пожалуй, разбор дикости все. Давайте подведем итог. Дикость — великолепная школа для нанесения соло-урона. Раскрывается она легко и очень сильно, особенно если у вас есть флора. Ее артефакт очень сильный, пожалуйста, если у вас есть возможность его достать, ставьте как можно быстрее. Эта школа позволит вам попасть в топ по урону на КБ и боссах на мире и прочих вообще местах. В первом сезоне лучше них нет просто никого. Требует, наверное, больше длительного нахождения на поле, чем мгновенный такой, скажем, проказ. Состав на КБ выглядит примерно так. Флора, Фелисити, Эрич. И Каспар, допустим, и, например, сверху Агоком это все приправить, да? Это, ну, хил такой из яда. Это, можно сказать, идеальный состав. Если кого убирать, то, думаю, Каспара. Если нету Флоры и Каспара, то можете использовать Тональна. Ну и кого-нибудь еще, вот кто есть у вас. Опять ничего не получается. И так тоже не получается. Ну и пожалуйста, блин. Ну и пожалуйста, блин. Ну мне это нужно. Герои дикости очень требовательные к откату навыков. Если вы чудесным образом сможете сократить КД навыков всем героям, например, вот с этим вот сетом, сейчас на экране увидите, то это будет просто великолепно. Стараемся бустить все им в ульту, потому что от ульты эти персонажи очень сильно зависимы. Что ж, в целом на этом гайд закончен. Лайк, если понравился гайд и разбор новой дикости в 2025 году. В комментариях вы можете написать, понравился он вам или нет. Ну, я про саму дикость, понимаете? А также можете выразить свои мысли по этому поводу или меня как-то поправить. Ну и, конечно же, подписка. Это очень сильно меня бустит, а вам не позволяет пропускать выход новых и полезных роликов об игре. Ну что ж, увидимся в следующем ролике или на моем следующем стриме на Твиче. Пока!